Привет! Сегодня в видео я расскажу тебе про довольно простые, такие обычные наушники под названием M-Beats S от компании MPOW. На самом деле это такая модель OEM, собственно, как и вся продукция компании MPOW. Они заказывают наушники на любых разных заводах и клеят свой логотип. Ничего сами они не производят, поэтому, собственно, и контроля качества как такового у них нет. Отсюда и вытекает большое количество брака. Но об этом чуть позже, а сейчас я начну по порядку и расскажу тебе все в мельчайших подробностях об этих наушниках, потому как они уже у меня на руках больше недели. Я их взял с собой в отпуск и протестировал по полной. Сейчас я тебе все про них расскажу. Итак, наушники имеют довольно тривиальный комплект поставки. В коробке у нас имеется кабель для зарядки, сменные амбушюры, небольшое руководство пользователя, ну и, собственно, все. Вот таким вот образом они поставляются. В зарядный кейс установили аккумуляторный блок на 400 мАч. Спереди у нас имеется четырехточечный индикатор заряда батареи, собственно, по 25% на каждый. Ну а с противоположной стороны у нас вставили Type-C разъем для зарядки, аккурат под петлей крышки. Крышка здесь у нас без доводчика, открывается довольно хорошо, можно даже одной рукой открыть, в принципе, без проблем, да, то есть вообще все замечательно в этом плане. В целом, как бы по сборке у меня вопросов нет, все хорошо, все качественно. Сами наушники берем, да, то есть они у нас выполнены, естественно, в форм-факторе внутриканальных, с ножкой и довольно длинным звуководом. Вот смотри, какой он длинный, я не знаю, видно будет или нет, я крупный план еще сейчас возьму обязательно, покажу это крупным планом. То есть здесь очень длинный звуковод, за счет чего, в принципе, в ушах они сидят очень хорошо, и звук транслируется довольно глубоко, так, в голову. То есть в этом плане не соврали те, кто писали в отзывах на эти наушники, что у них очень такой хороший бас. Да, действительно, они басят неплохо по звуку, да, если мы касаемся сейчас звука, но верхних частот, если честно, мне не хватило. Середина здесь так классически провалена, и в итоге получается у нас такое некое басхедное звучание, но при всем при этом, чтобы был акцент на басе, все равно верхние должны быть. А их здесь для меня лично не хватает. То есть о какой-то детализации звучания в этих наушниках я сказать не могу. Кто любит электронную музыку, не знаю, там рэпчик какой-то, наверное, вам это зайдет. Я же люблю, в принципе, все эти жанры, я различную музыку слушаю, но при всем при этом я люблю, когда я могу слышать детали. Когда я их слышать не могу, то для меня наушники являются такими некими басхедными и немножко бесполезными. Я люблю наслаждаться музыкой. Пусть у меня будет не так много баса, но при всем при этом лучше пусть будет вот таким вот образом это все сделано, нежели наоборот перебор с басом, а остальных частот будет не хватать. Амбушюры мягкие, эластичные здесь. В принципе, посадку они обеспечивают тоже неплохую. Менять, скорее всего, даже и не нужно будет из комплекта. Они довольно неплохие. Что самое интересное в этих наушниках, это полноценное управление. Да, этим меня они, конечно, удивили. Наушники умеют все. То есть по одинарному тапу у нас плей-пауза, по двойному тапу у нас переключение треков, тройной тап у нас отвечает за вызов голосового ассистента. Все это на обоих наушниках дублируется. И, собственно, по удержанию пальца на сенсоре у нас прибавляется или убавляется громкость. На левом наушнике у нас в минус уходит, на правом в плюс. И вот из всех функций управления мультимедиа регулировка громкости мне здесь понравилась больше всего. Здесь нужно просто поставить палец на сенсор и все. И у тебя будет либо вниз уходить громкость, либо вверх. То есть не нужно тапать, не нужно там ждать какими-то отрезками, она будет прибавляться. Нет, если ты нажал, ты будешь по максимуму убавлять, по максимуму прибавлять, пока палец не отпустишь. Данные наушники не обладают специальными опциями с низкой задержкой, то есть каких-то игровых там режимов в этих наушниках нет. Поэтому здесь у нас классические для таких вот ситуаций задержки по звуку в PUBG Mobile и в Call of Duty Mobile порядка 300 миллисекунд. В общем, где-то примерно в этом уровне это все будет. Я на экране сейчас покажу точные мои замеры, как это все получилось. Но по факту у нас получается такой обычный среднячок, как я, собственно, и сказал в самом начале. Ничего такого сверхъестественного от этих наушников ожидать не стоит.
Что же касается встроенных в наушники микрофонов, то сейчас я предлагаю тебе послушать их тест работы на побережье, с ветром записанные. Собственно, машинного теста в этот раз не будет, потому как я не успею вернуться до выхода данного обзора, да и в принципе и так, наверное, будет понятно, как отрабатывают в этих наушниках микрофоны. Итак, слушаем тест. Проверяем работу микрофонов в наушниках MPOW M-Beats S. Вот таким образом они звучат на улице, если быть точным, на море. Я сейчас нахожусь в отпуске и решил сделать такой небольшой тест их работы, потому как до выхода этого обзора я еще, скорее всего, не вернусь домой, поэтому теста с машины не будет. Но при всем при этом сейчас дует такой легкий летний ветерочек, морской бриз, если можно так назвать его. И, в принципе, можно понять примерно, как тебя будет слышать собеседник, если ты будешь разговаривать с ним на улице, когда будет дуть такой вот легкий ветер. В общем, как-то так, все оставляю на твой суд и буду продолжать свой обзор дальше. Ну а сейчас у меня небольшое экстренное включение. Дело все в том, что в данный момент я монтирую этот обзор про наушники MPOW, и поймал себя на мысли, что совсем забыл упомянуть об их автономности. Производитель заявляет 6 часов на 100% громкости, однако в моем тесте получилось намного меньше. 4 часа и 6 минут на 100% громкости с моим смартфоном эти наушники отыграли, так что 2 часа разницы, вот как-то так у меня получилось. Ну а теперь я готов тебе озвучить самый главный минус этих наушников. Дело все в том, что либо мне попался бракованный экземпляр, либо еще какая-то история другая, но тем не менее наушники периодически отваливаются от смартфона. Либо просто один правый наушник, либо левый наушник при прослушивании музыки может сам по себе взять и выключиться. Там женщина в наушнике говорит, что power off, и все. Принудительно его можно заново включить, все будет работать какое-то время, потом может само выключиться снова. Перезагружал я эти наушники, они перезагружаются с помощью сенсорных манипуляций, ничего не помогает. В целом вот какая-то такая вот ситуация по этим наушникам, и я не знаю, если честно, мне вот этот вот момент вообще не понравился, потому как по дальности соединения они держат стабильно, то есть если они оба работают, я отходил от смартфона и на 10 метров, на 5 метров, то есть на разных расстояниях, вполне себе хорошо работает именно стабильность соединения с моим смартфоном Poco X3 NFC. Если у тебя есть данные наушники на руках, то напиши, как твои дела с подключением, все ли нормально, все ли хорошо, в комментариях. Я думаю, многим это будет полезно. Возможно, лично у меня такая проблема, ни у кого больше такой проблемы нет. Ну и, собственно, еще один важный момент, про который я не могу не сказать, говоря об этих наушниках. Здесь заявлена влагозащита IPX8. Чтобы ты понимал, это очень высокий класс защиты от воды, даже, я бы сказал, самый высокий в бытовой электронике. Соответственно, выше только 9, но его никогда не заявляют производители бытовой техники, либо каких-то других аксессуаров. Ну и, естественно, раз уж ребята заявили про такой высокий класс, я не мог это не проверить. Я полез с этими наушниками в бассейн, и в целом могу сказать, что да, они выдержали тест бассейном, но не так, как мне того хотелось бы, и так, наверное, как себе представляют большинство людей. Здесь я бы тоже хотел уделить некий такой вот маленький блок той истории. Я писал об этом в Телеграме, потому что многие спрашивают, когда заявлен какой-то высокий класс защиты от воды, то есть можно ли в наушниках плавать. Встречный вопрос у меня этим людям теперь: а зачем? Дело все в том, что когда ты ныряешь под воду в этих наушниках или просто в них попадает вода, то связь со смартфоном теряется. Она потом, может быть, восстановится, у тебя будут прерывания в звуке. Это было вот у меня несколько раз, я это чувствовал, пока наушники, видимо, не наполнились водой, либо что-то там у них не сработало, они перестали работать. И только после их просушки, когда я их просушил, там все, они высохли, они заново подсоединились к смартфону, начали работать. То есть сейчас они в рабочем состоянии, в том же самом первозданном, так сказать, виде, но при всем при этом плавать в таком сценарии вообще невозможно. Я не знаю, кто будет плавать в бассейне, а в наушниках. На что вы надеетесь? Да, в душе в них помыться, естественно, можно будет, потому как душ — это некая такая имитация сильного дождя, ливня, если можно так сказать. А вот в бассейне, когда ты тем более ныряешь, связь максимально просто вот обрывается и восстанавливается очень-очень долгое время. Физику ты не обманешь, плавать в наушниках, я не знаю, наверное, не стоит.
Ну и подводя такой некий кратенький итог, резюмируя все вышесказанное, могу сказать, что данные наушники я, наверное, советовать в итоге к покупке не могу. Не знаю, мне они не очень понравились. Да, поначалу вроде как даже были и ничего, но вот эти вот отвалы постоянные от смартфона, если честно, меня сильно разочаровали. IPX8 это не более чем маркетинговая уловка, ну а все остальное я уже рассказал. В общем, вот такое вот мнение у меня было о наушниках M-PAO M-Beats S. На сегодня это все. Пиши свое мнение в комментариях, ставь лайк, если этот ролик был полезен, ну и не забудь подписаться на мой канал. Пока!